Африканская саванна тянулась без конца под золотистым светом сумерек. Ветер шептал сквозь высокую траву, неся с собой запах сухой земли и обещание того, что произойдет нечто необычное. В этом огромном океане золотой травы одно акациевое дерево выделялось на фоне оранжевого неба. Непрекаянный свидетель момента, который должен был изменить все. Она стояла рядом с джипом сафари, сердце ее стучало так сильно, что, казалось, эхом отдается в пустой безбрежности. Ее карие глаза сканировали горизонт с почти болезненной настойчивостью. Рука поднята, чтобы прикрыть лицо от садящегося солнца. Ветер трепал ее каштановые волосы, но она не двигалась. Она не могла двигаться, потому что где-то на той саванне он был рядом. Она знала это, она чувствовала это. Ее память снова крошилась на мгновение, деталь за деталью, звук за звуком. Она вспомнила, как в тот день, когда дождь только кончался и земля пахла мокрой глиной, она впервые осознала, что память может быть как цепь, которую невозможно распутать. В тот момент на коже будто звучала мелодия, которую только она могла слышать. Та лестница из воспоминаний, что ведет к одному единственному страху и одному единственному утешению. Ее глаза блестели сдерживаемыми слезами, отражая золотой пейзаж, неся на себе груз памяти, которая никогда ее не покидала. Ее руки дрожали, когда она держала потрепанную фотографию, края которой изнашивались от частого касания. На изображении юная она держала крошечного львенка, настолько маленького, что тот поместился у нее на ладонях. Она вышла из джипа, колеблясь, но решительно. Один шаг заземлил ее, затем другой. Красная земля Африки под ее сапогами казалась сакральной. Обратного пути не было. Она начала идти сквозь траву, которая щекотала ее бедра каждым шагом, ее глаза постоянно сканировали каждый теневой угол, каждое движение. Солнце быстро садилось, окрашивая все янтарем и золотом. Затем она увидела их широкие, глубокие, недавние следы. Следы взрослого льва, ведущие к дальним деревьям по красной земле. Ее сердце забилось еще быстрее, зрачки расширились, рот открылся в безмолвном шоке. И затем из золотой травы, всего в 20 метрах он появился. Огромный, могущественный, великолепный. Его густая грива колыхалась на ветру, янтарные глаза были сосредоточены на ней с такой интенсивностью, что казалось, она может раствориться в них. Он был согнут оценивающим взглядом, словно изучал ее с той же точностью, с какой детективы изучают следы преступления. Хищник на пике своей силы. Низкий глубокий рычаг пронесся по воздуху. Но она не побежала. Она не могла бежать. 5 лет назад все было иначе. Вспомните, память тянула ее как цепь, и внезапно она снова оказалась не здесь, а в том дне под пасмурным небом, намного моложе, намного более невинной. Дождь только что прошел, оставив землю мокрой и тягучей, как жидкое золото. Она была частью группы туристов, камера в руках, глаза ее сияли восхищением, как у ребенка, впервые увидевшего Африку во всем ее величии. Затем она услышала звук. Слабый крик, почти неуловимый, но все же человеческий. Это был призыв к помощи, шепот тревоги, который никто другой не услышал. А потом нечто иное. Атака льва? Нет. Это был плач львенка, крик, который разрывал сердце и заставлял забыть все вокруг. Агентство судьбы, которое ведет человека к встречам, иногда выбрасывает неожиданные карты. Прежде чем гида можно было остановить, она подошла к источнику звука, игнорируя предупреждение. И там, среди корней дерева, в лощине между старыми узлами, лежал львенок. Он был новорожденный, не больше дня, крошечный, дрожащий, все еще окрашенный во мрак непрожитых часов. Его янтарные глаза едва распахивались, и он плакал печальным голосом, который, казалось, просил только одного, чтобы кто-то протянул руку и сказал: «Я здесь». Его мать нигде не было видно. Она не думала, она действовала. Она протянула руку и подняла это слабое существо, прижав его к груди. Он поместился в ее ладони, так легок и призрачен был его вес. Она мягко очистила его рубашкой, шепча тихие слова на португальском, пока он прильнул к ее теплу.
Ее слезы лились по лицу, пока она качала его, согревая и оберегая часы, что прошли, стали бессмысленными. Важнее было не потерять его, не дать ему умереть в чьих-то руках. Она собирала себя в кучу, чтобы не позволить себе почувствовать полную безысходность. И тогда мать появилась. Тонкая, мокрая взрослая львица вынырнула из трав за 30 метров от них. Ее глаза были устремлены на львенка. Непонимание и тревога читались в каждом ее вздохе. Но вокруг царил страх не только перед угрозой, но и перед тем, что эта незнакомая сущность держит ее дитя. Гид и группа туристов затаили дыхание, страх и доверие спорили внутри каждого, как два зверя в клетке. Медленно, очень медленно львица опустилась на колени, положила львенка на землю между собой и львицей. Она подняла руки, знак того, что не угроза. Львенок колебался, словно оценивая новый мир, и, наконец, сделал шаг к матери львицы. Воссоединение было болезненно трогательным. Мать лизала львенка по всему телу, проверяя каждый сантиметр, прижимая его к лапам. И тут произошло нечто иное, неординарное и теплое. Львица посмотрела прямо на девушку, не в гневе и не в угрозе, а с чем-то похожим на понимание, уважение, безмолвное согласие между двумя матерями, двумя защитниками. Затем львица подняла львенка и исчезла в траве, оглядываясь всего раз. Как бы говоря, спасибо за то, что ты дала ему шанс, и прими то, что судьба выбрала. Она исчезла полностью. Это момент несколько мгновений, но они останутся в памяти навсегда. Девушка, стоящая в грязи, плакала, зная, что она приняла участие в нечто священном, в нечто большее, чем просто переживание путешествия. Она чувствовала себя частью чего-то великого, того, что лишний раз напоминает, как хрупок мир и как глубока связь между жизненными формами. 5 лет спустя она вернулась к тем же местам. Это было запланировано до последнего штриха. Она не разглядывала мгновения в теле времени, она строила их как архитектуру памяти, она годами готовилась к этому моменту. Она собирала детали своей дороги, поездку в Сан-Паулу, переезды через океаны, долгий путь на африканскую равнину, где свет работает как компас. Все ради одного. Выяснить, возможно ли, вспомнил ли он ее, была ли их связь реальной, или это всего лишь сон. И вот он, не львенок, не слабый, а взрослый лев, высокий, могучий и опасный. В сиянии своих сил он сделал шаг к ней, затем еще один. Она опустилась на колени, распахнув объятия и сделав себя уязвимой, доверившись моменту. Слезы текли свободно по ее щекам, смешиваясь с пылью дороги и дымкой заката. Он приблизился на 3 метра, янтарные глаза пронзили ее сердце. Он опустил голову, нюхал воздух, впитывая ее запах, питающий воспоминания. И тогда кое-что изменилось в его выражении. Ему стало ясно, что это не просто человек. Уши насторожились, рычание прекратилось, глаза смягчились. Он узнал ее. После 5 лет через рост и трансформацию, через время и расстояние он узнал ее. Он подошел ближе к ней так, будто хотел снова почувствовать ту связь, которая когда-то была между ними. С движением, которое не подчинялось его огромной массе, он коснулся своей головой ее плеча, как и он делал раньше, когда был львенком. Она обняла его шею, пальцами втыкаясь в его густую гриву, зарывая лицо в его шерсть. Они словно забыли про время и пространство и просто молча наслаждались ощущением близости. Они закрыли глаза вместе. Он урчал, глубокий и вибрирующий звук, который повторялся в ее груди. Она плакала от счастья и умиротворения, шепча на португальском родных словах, какие рост и сила дают ему, как он стал большим и красивым. Он мягко оттолкнул ее, игриво заставив ее упасть на траву, точно так, как это происходило в ее детстве. Сигналы доверия и дружбы, которые идут через барьеры возраста и вида. Она рассмеялась через слезы, когда он принюхался к ее лицу, к ее шее, будто узнавая каждый ее элемент по запаху. Затем он улегся рядом, положив огромную голову на ее колени. Она погладила его гриву,
И они лежали молча, пока солнце медленно погружалось за горизонт. Она не спешила. Время замедляло свой ход, чтобы позволить им насладиться этим редким моментом. Она сравнила свою руку с его лапой, улыбаясь над тем, как различны их масштабы. Лапы льва, когда-то казавшиеся такими непропорциональными к ее руке, теперь оказались больше, чем ее кисть. Они лежали рядом, наблюдали саванну, бок о бок, две удивительно разные сущности, связанные со страданием, которое превзошло границы видов. Но вдруг его уши насторожились, и тело стало более напряженным. Дальний рев эхом пронесся по просторам. Еще один лев, его прайд, его территория, его мир. Она поняла мгновенно. Ее руки погладили его лицо еще раз, их глаза встретились, и затем он исчез в тени далеких деревьев, как будто получил последнее напутствие к прощанию. Он остановился на краю теней, оглядываясь назад, их взгляды встретились через пространство и время, и он исчез. Она осталась там еще на мгновение, которые тлену не подвластны. Слезы высохли на ее лице, но улыбка осталась, мирный блеск в уголках губ, знак того, что долг оплачен, что связь подтверждена, что любовь не забыта. Медленно она поднялась, вернулась к джипу. Гид, человек, который видел тогда нечто невозможное, помог ей запрыгнуть внутрь и смотрел на нее с благоговением, будто сам понимал, что стал свидетелем чуда, достойного рассказа. Когда джип тронулся и оставлял за собой пылевую дорожку, она обернулась в последний раз. Саванна расстилалась золотой, вечной и таинственной, и она знала, что ее секрет останется здесь, в этом пейзаже. Где-то в этой безбрежности он продолжал жить своей дикой жизнью. И, возможно, где-то глубоко внутри себя носил память о ней, так же, как она будет хранить память о нем навсегда. Две судьбы, которые однажды пересеклись на один день и расцвели в ярком мгновении, чтобы затем разойтись на 5 лет, а позже снова встретиться ради идеального момента. Это напоминание о том, что сострадание не имеет границ, а любовь не забывает. Джип исчез за горизонтом, саванна дышала вечной и неизменной. Молчаливый свидетель чуда, которое только что произошло. И если на мгновение задуматься о смысле этого рассказа, можно увидеть, как люди и звери, каждая форма жизни, держат друг друга за руку в великой симфонии существования. Возможно, именно такие встречи напоминают нам. Мир велик настолько, что даже самые разные существа способны найти общий язык, язык доверия, тепла и стойкости. В этом мгновении симфония природы звучала особенно четко. Любовь соединяет сердца, память хранит дороги, и даже без слов два существа, человек и лев, нашли друг друга в сердце саванны и стали одной историей, которая продолжается за пределами времени.